И.С. Цитата из книги Максимилиана Волошина «Лики творчества». Для живописи нет ничего гибельнее, чем предварительное знание, там, где нужен непосредственный анализ, опытность руки, там, где нужна девственная восприимчивость глаза. Нет момента более ужасного в жизни художника, говорил Делакруа, чем тот, когда он начинает совершенно свободно чувствовать кисть в своей руке. Но академизм, научив рисовать, выкалывает глаза. Как ужасны эти тысячи слепых, до которых не доступают линии и краски жизни, и в мозгу у которых горит только один силуэт модельного стола. Но академизм, научив рисовать, выкалывает глаза. Как вам? Спрашивает И.С. Может ли человек творить свободно, бунтарски, пройдя много лет академической жизни? Конечно, может. Естественно, академия дает фундамент, на котором, 100 раз говорил, мы строим своей красоты, своего дизайна здания. Академия, академическое образование – это только первый шаг к тому, чтобы потом стать художником. Владимир Иванович Козин – это корифей живописи. В Риге мы с ним беседовали. Есть, кстати, у меня на канале интервью, где он как раз об этом говорит, но я напомню, кто не видел этого интервью. Он говорил, что у них там, не помню, как имя, профессор живописи, студентам начертил на доске линию и сказал, что вот сюда, к этой линии, мы вас доведем. Ну, вот ученичество в академии. Да? То есть вы научитесь рисовать, писать, а кто перескочит эту линию, пойдет выше, тот станет художником. То есть академия – это этап, это как, я не знаю, образовательная школа, первый класс. Вы научились там писать, читать, но это еще не высшая математика. Даже 11 класс вы закончили. Дальше начинается самое интересное. Вы можете стать ученым, вы можете, углубившись в какую-то науку, совершать открытия. Они бесконечны, так и здесь. Но другой пример из, я не знаю, из музыки. Да. Вы должны научиться играть на инструменте. Потом вы сможете, только потом, сочинять музыку, делать ее гармоничной. Иначе сначала будет это бум-бум-бум-бум. Черные и белые будут путаться. Живопись, на мой взгляд, это мощнейший инструмент в руках художника, в его сердце, чтобы открыть себя, чтобы почувствовать, вообще, для чего ты живешь. Это инструмент познания себя, мира. И главное в этом то, что ты можешь находиться в разных состояниях, да, вот в жизни вообще, как вот Абстрактус 3000 пишет, вот я не пойму, живопись это же тело души, все верно. Если вы тоже так считаете, то как можно делать от души, когда душа ужасно болит? Не поверю, что вы не чувствуете боли. Очень сильно чувствую, так что нестерпимо. Но ты можешь оставить ее, вернее, она сама уходит на задний план, если включается что-то важное для тебя. Переключаются мозги, я не знаю, вот эта душевная боль исчезает, когда ты чем-то увлечен сильно. Переключение, тумблер переворачивается, переключается. Исчезает все, кроме вот живописи, если ты пишешь. И этот момент, когда любовь берет вверх. В широком смысле. Любовь к искусству, к жизни, к творчеству, к созиданию. Вот смотрите, два человека. Один смотрит все время новости, новости, ужасы, ужасы. И эти кошмары взрывают его изнутри. Он притягивает, он находится в этом мире ужаса, постоянно ужаса, ужаса, ужаса. Второй человек занят тем, что помогает другим, создает вокруг себя мир возможностей, как выжить в этой ситуации, как что-то наладить, что-то улучшить, созидать. Оба из них правы, но один притягивает мир ужаса, другой мир созидания, выползание из этого. И в этом смысле мне интереснее вторая сторона. Человека, который делает, что он может, что ему душа подсказывает, что делать в этой ситуации.
Ну, как лягушка, которая попала в молоко. Надо сучить лапками, чтобы взбить масло и выползти из этого блюдья, из этого кувшина. Марина Урванцева вчера сама впервые ходила на наброски живой натуры. Ура! Вот это созидание. Была в полном восторге. Накосячила, конечно, пропорции все убежали, эти ошибки сами уйдут с опытом, или можно ускорить процесс. Еще из впечатлений: со временем в студии появляется запах балета. Это всегда так? Или есть способ избежать? А какой запах балета, Марина? Это что это такое? Запах балета. А запах оперы есть? Или, я не знаю, симфонии? Что ж такое, ведь запах? Ну, поясните, я просто не понял, что запах балета. Может быть, я слишком давно был на балете, на галерке какой-то, запах туда не долетал. Ну ладно, вы объясните. Запах балета. Ошибки сами уйдут с опытом? Конечно, уйдут. Это постоянная работа над ошибками. Наброски вообще это квинтэссенция того, что вы можете. Насколько вы знаете, ну, если человека рисуете обнаженного или не обязательно обнаженного, насколько вы знаете, как форма в пространстве устроена, как ее рисовать вообще. Вот надо для этого длительные рисовать, я не знаю, сколько лет. И тогда уж за минуту, жик, у тебя все получится, потому что форму ты чувствуешь просто, ну, как скульптор, ты ее закрытыми глазами чувствуешь, объемы в пространстве по-другому, чем начинающий художник, у которого этого еще нет, трехмерного такого видения, опыта еще нет. Так что рисуйте больше каждый день. Тут важно вот что. Можно каждый день рисовать вообще 90 лет и все время повторять одни и те же ошибки. Нужно это делать под контролем, но, по крайней мере, показывать, кому вы можете показать, мастерам, там, художникам, которые с опытом, чтобы все-таки был процесс обучения, чтобы вы не повторяли тех ошибок, которые возможно повторять, если просто так рисовать, как получится. Главное, наброски — это студии, то есть это занятие, это изучение формы. Если так подходить, то, конечно, прогресс будет. Но у меня в школе, кстати, есть уроки по быстрым рисункам, по наброскам, карандашом и темперой. Обратите на них внимание. Карандашные очень важны, форма в пространстве, в ракурсе. Это может помочь, кстати, посмотрите. Ускорить процесс, Марина, можно, обложившись книжками по анатомии. Ну, БАМОС, конечно. Изучать отдельно части сначала, а потом уже все это соединять вместе. Портрет будем рисовать, ну, писать. Кто-то хочет, кстати, может и рисовать маслом 23 апреля в Москве. Приходите на класс. Еще есть места. Уже так больше половины заняты, но еще есть.